Ну, подвешивай вот тут где-то, вот тут подвешивай, пусть он там висит. Две большие проблемы. Че? Да, орел. Давай его сюда. Первый и второй. Давай его сюда гони. Потому что там орел. Он уже прямо уже хочет его сажать. Ну вот так вот они. И вон они, два орла летают. И вот они, два орла. Хотят его поймать. Ребят, обещали контент вброд. Погоняли по броду, аж руки дрожат. Правда, планку потеряли. Рекламная планка была, фигня. Вот, покатались. Побуксовали, полазили так. Вон GoPro залепленная вся грязью. Вот там наверху высоко стоит. Она имитирует дрон. Хотя у нас дрон тоже присутствовал. Да, чуть не кувыркнулся, дрон впилился сейчас. Над рекой ветки висят, и он как раз в ветку впилился. Мы думали, все, мы дрон потеряли. Не, нифига. Он стабилизировался, выровнялся. Вот тут тоже все у нас. Все в этом. Так, сейчас покажу, что здесь, где мы лазили, где мы ездили. Ну, я на самом деле ни одной блокировки не включал. Просто полный привод, даже не пониженный. Просто полный привод, без всяких блокировок. Вообще танка ползет. Вообще хоть бы что. Ну, вот уступчик такой, сантиметров 50, наверное, высотой. Больше, сантиметров, наверное, 70 высотой. А если из воды смотреть, вода-то там тоже сантиметров 50 глубина. Тут метр, наверное, если не больше, метров 20 где-то. Ступенька получается. Вот. Ну, я по этой стороне речки не стал ездить, там глубина большая. И речка идет поворот сюда, она вымывает эту сторону. Здесь большая глубина, там поменьше. Пересекли нормально. Ух, круто. Такая ступенька уходит, видно, да? Вместе. Тут где-то метр 20. Ну, бампером не упирался. Выползает отсюда только так. Просто полный привод. Даже не понижен, ни блокировки, ничего не включал.
way, and I'm wondering. По той же едем. Perdóname, por favor, porque es sucio. Камушки снизу отлетают. Утки летают, перепуганные. Как хорошо, что мы сейчас снимаем. Да, утки летают. Потом можно... Класс. Вроде батарея ничего, нормально. Там, кстати, прикольно еще вроде туда. Тут глубина не знаю какая. Да, тут 12. Туда, наверное, есть дорога. Да вон она мелкая, можно туда переехать, если хочешь.
Давай его сюда. Давай его сюда. Нормально. Нормально. Класс! Круто! Вау! Офигеть! Класс! Жесть! Здорово! Поездили классно. Адреналина столько. Блин, машина зверь. Вообще просто. Танк какой-то, БТР. Во, блин, во. Ничего делать не надо. Все с завода. Рубикон, блин, подготовлено все. Ну да, можно, конечно, там еще что-то дополнительное. А, здесь что дополнительно сделано? Колеса 35 стоят, увеличенного диаметра. Все. Больше вообще ничего. Все, класс. Ребят, драйв на этой машине, конечно, классный. По оффроуду она здорово идет. Но вот когда бездорожье, ну, наверное, не очень комфортно без дверей. Потому что вся грязь летит себе за шиворот и на уши. Вот. И отмывать потом долго. Но зато прикольно. Вот. Зато прикольно. Вот. Местные тут ездят на мотоцикле. Все в грязи. Камеры все в грязи. Ну та камера, которая наверху, она, конечно, не в грязи, она там вверху стоит. Имитация дрона. Хотя дрон у нас тоже есть. И он у нас сегодня летал в дерево, еще раз повторюсь. Над водой как раз. Стабилизировался. Где-то с 2,5 метров зацепил ветку, начал падать. И где-то сантиметров 50 над водой стабилизировался. И взлетел опять. Нормально все. Не утонул. Погнали. Пристегнемся, чтобы не пищало. Переключаемся с полного привода на задний. Тут уже полный привод нам не нужен. Так, нам надо музыку выключить, то сейчас нас забанят нас YouTube. О, выключили. Ребят, тут был, машину одну диагностировал у официального дилера. Так вот, там стоит Ford Ranger Raptor. Я посмотрел, ну, на самом деле, мне Рапторы все нравятся, машины. Я посмотрел автомобиль, и когда я заглянул и под низ, когда я посмотрел, как он устроен снизу, то есть вся подвеска, все, меня, честно говоря, меня просто чуть кондрашка не хватило. Да, там стоят амортизаторы, мощные, с выносной, с дополнительной камерой. Это все круто. Но подкрылков нет.
Подкрылков нет. Я смотрю под колесо, я вижу стартер, я вижу аккумулятор, я вижу полностью весь двигатель. Представляете, если вот так вот, как на Рубиконе, покататься по оффроуду, что там произойдет? Это один момент. Второй момент. Идите вот сюда. Пойдем. Вот покажи подвеску Рубикона. Здесь никаких проводов, ничего нет. Все железное. Вообще ничего не болтается. Там на Рапторе вот так вот идет связка проводов. Вот так прям над колесом висит жгут. Фишка вот такая. Да не дай бог траву намотала на колесо или еще что-нибудь. Зацепил эту фишку, вырвал нафиг все эти провода, весь этот... И все. И ты встал где-нибудь в горах, где никакой помощи, ничего нет. Идемте дальше. И я понял, что какой бы ни был жесткий, неудобный, некомфортный джип Wrangler, блин, для бездорожья, вот прям если сразу с завода, для бездорожья это лучшая машина. Потому что остальные с завода, они не подготовлены. Я посмотрел у Раптора, у него сапуны не выведены. Не выведены сапуны, это, а как вброд ездить? У тебя вода в мост попала, все, мост заклинил, загудел. Пойдем, покажу. Давайте еще сюда. Вот, смотрите. Сейчас я камеру возьму. Вот, смотрите. Вот, видите, сапуны. Вот сапун выведен вверх. Вот он, выведен вверх, сапун. На мосту, видите, никаких трубок, вообще ничего нет. На Рапторе, блин, снизу трубки идут тормозные. И сверху идет, и снизу какой-то кабель висит. Как так ехать, если где-то цепанул мостом? Вот у меня, смотрите, мост. Видите, да? Он уже обшорканный весь, потому что мы терли этим мостом по грязи. И получается так, что трубки все на виду. Не дай бог оборвать трубку тормозную. Но это все, краш вообще, крындец полный. Вот смотрите, вот где здесь тормозные трубки, они закрыты. За амортизатором стоят близко к колесу. Блин, на Форде, на Рапторе все на мосту висит. Я просто в шоке, ребят. Ребят, я в шоке. Я посмотрел, и я понял, что это просто маркетинговый ход. Эти машины надо переделывать, надо доделывать. Ну, как нормальные люди, которые берут любой, даже пикап, вот как мой один очень хороший знакомый в Штатах, он делает машины, тундры переделывает, сейчас уже начал другие делать. Вот это, я понимаю, работа, когда ты полностью машину перерабатываешь. А вот так вот прямо взять с завода и поехать на ней там в грязь месить, в бездорожье, это вообще просто не... Я считаю, что это, ну это ненормальные машины. Взять, что тут Ford, что... Они не подготовлены для этого бездорожья. Единственная машина, которая мало-мальски, более-менее может с завода ехать по бездорожью, это джип Wrangler в комплектации Rubicon. Обязательно. Потому что больше нигде никаких нет дополнительных, вот, допустим, ни в Сахаре, ни в Спорте нет ни сапунов выведенных, там ничего. Ну, это именно комплектация Rubicon. Да, есть машины лучше, есть машины круче, но к этим машинам приложено было дополнительный тюнинг, сделанный уже и голова приложена, и руки, которые росли из правильного места. Вот. И, ну, если вот чисто из завода, это вот эта машина. Колеса только стоят 35-е, увеличенного радиуса, диаметра вернее. А так автомобиль вполне достойно себе ездит в заводской комплектации. Пишите комментарии. Я на все комментарии отвечаю. Что на все комментарии я отвечаю. В течение 30 минут максимум я стараюсь ответить. Подписывайтесь обязательно, комментируйте, пишите. Я все, что знаю, все расскажу по машинам. Все, всем пока. Дождь начался, кайфово без крыши есть, но под дождем не очень, конечно. Ну, нормально, зато можно охладиться сразу. Кондиционер все равно не работает. Круто! МТшная резина, которая на асфальте не держит, еще асфальт мокрый. Класс! Ну
Ну, дождик такой нехилый. Ничего, что нам до дома полчасика ехать. Вон какая туча идет. Хо-хо-хо. Хоть бы 30 минут там у нас было время. Чтобы хоть не доехать. Когда на ходу идешь, вроде как сдувает все, и дождик не ощущается, в принципе нормально. Смотрите, когда едешь по дороге, небольшой дождь идет, брякает ремень сзади, небольшой дождь идет, получается, что так как обтекаемость лобовое стекло на месте, да, мы как в коконе находимся. То есть по большому счету дождь, брызги не попадают. Если только сильный будет дождь, тогда да, тогда будет заливать. Но вот он и сильный пошел. Сейчас мы будем мокрые все. Надо мост искать, под мост заехать, мешаем, да? Сейчас у нас впереди будет мост как раз. Круто. Не, на самом деле вот не капает. У меня даже телефон весь стоит, он сухой, даже ни одной капли нет. Ну так, чуть-чуть там, мелочь какая-то. А дождь довольно серьезный. Тем более я за фурой иду. Надо будет, наверное, снять нам верхнюю камеру. На медиамоде стоит. С приемником микрофона, а то ему трындец придет. Да, снимаем. Мы сейчас сюда отъедем, чтобы не мешать ничего никому. Не, на ходу, когда идешь, вроде как и не это. Да, и не особо. И не особо-то. Да все нормально.